Мурашки. Ты будешь ждать, ты будешь бояться. Мурашки. По рассказам Роберта Стайна. Здравствуйте, меня зовут Роберт Стайн. Я пишу книги про мурашки. Легенды об оборотнях с давних времен наводят ужас на людей. Представьте себе полнолуние, а в его свете нечто медленно превращающееся в страшного оскаленного волка. Нашим мамам и папам, бабушкам и дедушкам нравилось слушать ужасы про оборотней. Надеюсь, и вам понравится рассказ «Оборотень малярийного болота». Увидимся после просмотра. Пойду перекушу. Мурашки. Оборотень малярийного болота. Какая просторная комната. Она в 2 раза больше твоей прежней спальни, Грейди. Она какая-то замызганная. Она деревенская. В деревне все такое. Это кровь? Нет, это просто грибок. Эмили, что случилось? Все, хватит. Что бы вы с папой не говорили, я в этом доме жить не собираюсь. Что еще стряслось? Посмотри в аптечке. Здорово. Это маленький полос. Это был полос. Ужас какой-то. Привет. Если ей повесить серьгу в ухо, она будет похожа на твоего бывшего парня. Не говори глупости. Мам, Эмили, мы теперь живем рядом с болотом. Тебе придется привыкать к ползающим гадам. как ты сама? Грейди, отнеси ее на болото. Я? Удачи. Мам, иди, прогулка еще никому не помешала. Только далеко не заходи, ладно? Как же это? Я был рядом с домом. Я не заблудился. Не заблудился. Не заблудился. После летних каникул я отсюда уеду. Лучше жить в интернате, чем в этой дыре. Не только тебе здесь не нравится, но я стараюсь найти в этом какие-то плюсы. Я думала, что после своей вчерашней встречи на болоте ты будешь на моей стороне. Мама с папой говорили об этом эксперименте много лет. Я не хочу им все портить. А я на тебя рассчитывала. Машину я разгрузил. Отлично. Это уже становится похожим на дом.
А когда мы отпустим оленей? Пока не время. Мы с мамой должны их пометить и убедиться, что они нормально перенесли переезд. Ты думал когда-нибудь, что школьные годы проведешь на малярийном болоте? Я об этом и не мечтал. Да. Здесь столько всего. Далеко не всем детям так везет. Скоро у тебя появится много новых друзей. Да, конечно. Как тот псих, на которого я вчера наткнулся. Он не псих, он отшельник. Я спрашивал о нем сегодня в городе. Много лет назад он потерял семью, и с тех пор у него появились странности. Но он просто живет один и никого не трогает. Не нравится мне здесь. Здесь все так странно. Грейди, видишь оленей? Пару дней назад они понятия не имели о том, что такое болото. А теперь мы будем наблюдать, как они приживаются. А они приживутся, потому что умение приживаться свойственно природе. И они полюбят это место. Так же, как и ты. Очень интересно. Надеюсь, что буду полезным объектом для наблюдения. Грейди, ну сколько можно? Грейди, Здесь нечем заняться. Привет. Я видел, как вы вчера приехали. Ты здесь живешь? Я не знал, что здесь есть еще дети. На малярийное болото обычно никто не приезжает. Отсюда все уезжают. Я Уилл Блейк. Живу вон там. Грейди Тракер. А что олени делают в загоне? Мои родители ученые. Они изучают адаптацию оленей к болоту. Ученые? Ученых у нас немного. У вас вообще всего немного. Да, здесь одни старики, детей больше нет. Наверняка там, где ты жил раньше, у тебя была куча друзей. Да, только на моей улице человек 20. Здорово, наверное. Да, здорово. Хочешь поиграть в мяч? У тебя есть перчатка? Я в бейсбол не умею играть. У меня там мишени развешаны. У тебя есть ружья? В нашей семье не держат оружие. Ты ходил на болото? Вчера. Заблудился? Да. Говорят, что болото залезает в твою голову. Оно сбивает тебя с пути, сводит с ума. Бывает, люди заходят на болото, и потом уже никто ничего о них не слышит. Because the old lady who lived there went into the swamp one day and never came out. So let's check it out. Давай проверим. Погоди. Okay. Не бойся, я тут все знаю. Невероятно. В таких местах, наверное, жили динозавры. До сих пор живут аллигаторы. В болотах и джунглях живет немало хищников. А почему они называют его малярийным? Местные считают, что на болоте можно заразиться малярией. От нее сначала все тело горит,
Потом она забирается в голову, и мозги от нее закипают. Люди делают странные вещи, иногда даже сбегают на болото и остаются там жить. Может, мы зря сюда пошли? Скорее, надо выбираться отсюда. Что это было? Молчи и беги. Сюда. Отшельник. Я думал, он выходит только по ночам. Я его вчера видел. Тебе повезло, что он тебя не видел. И он меня видел. Это плохо. Говорят, что за исчезновениями людей стоит именно он. Папа сказал, что он безобидный. Это не так. Он бродит по болоту уже лет 50-60. Он не может быть таким старым. Он еще старее. Такие не старятся, как обычные люди. Это невозможно. Это правда. Он не состарится, пока у него будут жертвы. Сегодня полнолуние. Ты услышишь, как он воет, и поймешь, кто он. Такого воя больше нигде не услышишь. Какого? Воя оборотня. Пап, ну почему мне нельзя поехать в город? У меня же уже есть права. Права у тебя есть, а вот дороги ты не знаешь. Я поеду медленно. А не было сегодня писем для меня? Почту приносят по средам. Удивительно, что ее вообще приносят. Я слышала, ты познакомился с соседским мальчиком. Ну и как он? Нормально. Без машины я так никогда ни с кем не познакомлюсь. Эмили, хватит. Мы не на Луне живем. Его зовут Уилл. Знаете, что он говорит? Что на болоте можно заразиться малярией, которая проникает в мозги, и человек от нее сходит с ума. Чушь какая. Ты уверена? В этих краях пропало много людей, и хозяйка этого дома тоже. А Уилл знает, кто ее похитил. Оборотень. Прекрасно, еще и оборотни. Я не знаю, что там болтает этот Уилл. Уилл знает болото. И знаешь, кого он считает оборотнем? Отшельника. Ну все, хватит. Вот что я скажу. Оборотней не существует, это просто сказки, не имеющие никакого научного подтверждения. И никакой болотной малярии не существует. Я уже говорил тебе, что этот отшельник не оборотень, а старый чудак, который пальцем никого не тронул. Этого никто не знает наверняка. А нет. Нормальная.
Грейди? Мальчик мой, что с тобой? Все в порядке. Ты собаки испугался? Кто-то кричал? Грейди. Его чуть не залезали до смерти. А ты где был? Ты пропустил самое интересное. Олени чем-то встревожены. Я выходил проверить, как они. Ты за собой дверь не закрыл. Мне кажется, мы нашли виновного. Иди сюда, малыш. Какой большой. Так вот, кто выл. Зачем ты пугаешь людей по ночам, а, малыш? Интересно, чей он? Ни поводка, ни ошейника. Наверное, он бродячий. Он приветливый. Давайте оставим его у себя. Из него получится отличный сторожевой пес. Не знаю, Грейди. Пап, ну пожалуйста, в деревне нельзя без собаки. Если уж живем здесь, давайте жить по-деревенски. Посмотрим. Ну, пожалуйста. Вот что я тебе скажу. Я спрошу в городе, нет ли у него хозяина, а потом поговорим. Но спать он будет на улице. Договорились. Извините, а мое мнение никого не интересует? Слышала? Интересует. Давай сюда. Вот так. Давай. Сидеть. Сидеть. Ты давно ни с кем не играл, да? Теперь мы с тобой оба пристроены. Не слишком привязывайся к нему, Грейди. У него может быть хозяин. Я думал назвать его вандалом после того, как он вчера к нам вломился. Зачем ты это вынесла? Сегодня полнолуние. Полнолуние? Это очень красиво. Солнце, луна и земля выстроятся в одну линию. Так что тень солнца пройдет по луне. Это называется лунное затмение. А билеты еще остались? Дети, найдутся в мире вещи, которые и вас поразят. Надеюсь, что я до этого доживу. Ты слышал вой прошлой ночью? Да, это вандал был. Ты так думаешь? Иди ко мне. Не бойся. Если отшельник объявится, вандал учует его за версту. А что это привязано к деревьям? Волчий аконит. Считается, что он отпугивает оборотней. Но люди образованные, конечно, понимают, что это не так. Понятно. Люди образованные больше доверяют серебряным пулям. Хочешь показать, какой ты умный? На самом деле эту сказку придумали сами вурдалаки, чтобы бедным людям борьба с ними была не по карману. Вурдалаки? Можешь называть их оборотнями. Наверное, пора возвращаться. Эту часть болота я не знаю. Где мы? Говорят, в этой трясине сердце болота. Вон там, в самом центре. Никто не знает, что там внутри. Интересно, там глубоко? Давай посмотрим. На что это похоже? На зеленую, скользкую картошку пюре. Очень плотная. Погоди, погоди. Что случилось? Меня кто-то держит. Помоги мне.
Там кто-то есть. Он схватил меня за руку. Это просто кроссовка. Слабак. Ничего смешного. Ты бы видел, какое у тебя было лицо. Извини, Грейди, я не удержался. Что случилось, малыш? За нами кто-то наблюдает. Ты же сказал, что это не поможет. Ты веришь всему, что говорят? Пошли отсюда. Пошли, малыш. Какая прелесть! Какой милый! Это было ужасно. Он сидел и смотрел на меня невидными глазами, и я хотела его погладить. А тебе не показалось странным, что он сидел и не убегал от тебя? Я думала, я ему понравилась. Что случилось? Это все из-за собаки. Я знаю, это она. Ее нужно было сразу же утопить. А оставь вандала в покое, он никому не мешает. Я не совсем в этом уверена, Грейди. О чем ты? Иди посмотрим. Пап, зачем ты? На него напал какой-то хищник прошлой ночью. И еще на полдюжины животных в округе. Он убил их просто так. Пап, это не вандал, посмотри на него. Следы укуса собаки. Ну и что? Это мог быть кто угодно. Это мог быть и волк. Грейди, волки на болоте не живут. Откуда ты знаешь? Болото жестоко, и если этой собаке приходилось жить на болоте, она могла ожесточиться. И он был на улице всю ночь. Следы укусов. Наверняка они большие. Слишком большие для вандала. Нет, Грейди, не слишком. Мы считаем, что это вандал. Это не вандал. Там могло случиться все, что угодно, но к моей собаке это отношение не имеет. Я привезу тебе другую собаку. Нет. Все хорошо, малыш. Тебя никто не тронет. Я тебя защищу. Я не хочу никакую другую собаку. Никакой логики. Может, он подцепил малярию на болоте, о которой он говорил? Всех этих животных убивает отшельник. Надо найти его хижину. Если они продолжат обвинять во всем вандала, они могут его забрать. Никто не может найти хижину отшельника. Если ты погибнешь, ты свою собаку не спасешь. Если тебе страшно, иди домой. Я и сам справлюсь. Зря я тебе все это рассказал. Ладно, я пойду с тобой, но вернусь домой до заката. Один укус. Всего один укус, и ты станешь таким же, как он. Оборотнем. Лучше уж пусть убьет. Ты видишь что-нибудь? Не знаю. Там темно. Отпусти меня! Уилл!
очень малярийного болота. Простите, я больше не подойду к вашему дому. Что вы хотите сделать? Отпустите меня! Пустите! Get me out of here! I didn't do anything! What are you gonna do with me? You can't keep me here. Everyone will be looking for me. Just let me go, please. I won't tell anyone, I promise. I won't tell. If you let me go, I'll never come back here. Ever. You'll never see me again. My parents are probably on their way now. And they've got guns. Really big guns. Have you ever seen an elephant rifle? Грейди, что случилось? Мама, надо отсюда уезжать. Да что случилось? Где ты был? Надо переехать в мотель куда угодно, только подальше от этого болота. Пап! Хватит. Мы уже достаточно наслушались, Грейди. Ты меня пугаешь. Пора бы тебе испугаться. Папа! Папа поехал за продуктами, а Эмили поехала в город на второй машине. Так что выбраться отсюда мы с тобой сможем только на попутках. Грейди. Милый, расскажи мне, что стряслось? Это все тот отшельник, мама. Что случилось? Он тебя обидел? Нет, не совсем. Он тебе угрожал? Нет. Что же тогда? Он оборотень. Слушай, на это у меня нет времени. Мам, ты должна меня выслушать. Вы с папой во всем основываетесь на научных знаниях. А что, если мир устроен не совсем так? Что, если бы ты узнала, что это правда, а доказать бы не могла? Знала бы нечто ужасное и совершенно необъяснимое. Что бы ты сделала? Ну вот скажи. Что бы ты сделала? Что это? Нет, вандал. Олени. Вандал, что случилось?
Грейди, пойди позвони шерифу, нам надо избавиться от этой собаки. Мам, вандал здесь ни при чем. Неужели ты думаешь, что собака может перегрызть ограду? Придется ловить оленей всю ночь. Ты мне поможешь или мне придется ловить их одной? Ты все видел, малыш? Не бойся, больше я его сюда не подпущу. Мам, ты не понимаешь, что ты делаешь. Грейди, я должна это сделать. Он наша защита, он предупредит нас о приближении оборотня. Хорошо. Ты хочешь поговорить об оборотнях, Грейди, да? Что ж, мы поговорим о них. Завтра мы поговорим и о них, и о летающих обезьянах, обо всем. Но сегодня нам надо найти оленя и упрятать собаку, чтобы она до них не добралась. Грейди, подумай как следует. Малыш! Ко мне, малыш. Я уже подумал, мама. Грейди, открой дверь. Там ты будешь в безопасности. Там он тебя не достанет. Грейди! Вандал! Где ты, малыш? Вандал! Уилл? Вандал! Уилл? Уилл? Мистер Блейк? Миссис Блейк? Грейди, кто-нибудь, помогите, я здесь. Кто-нибудь? Мама? Папа? Уилл? Уилл? Есть кто? Where is everyone? Got Will. Grady, is this your idea of a joke? Уилл? Грейди?
Я здесь. Что это было? Что-то вроде волка. Вандал! Уилл! Уилл, если ты меня слышишь, отзовись! Вандал! Сетка! Попался. Вы не оборотень. Ты... Я так долго ждал этого часа. You took my wife and children, everything I ever loved. I swore one day I would take your heart the way you took mine. Мальчик, беги. Берегитесь! Беги! Уилл, Беги, Грейди! так это ты, оборотень. Я не хочу тебя трогать, но это сильнее меня. Должно же быть какое-нибудь средство. Нет, беги, уходи.
Спасибо, Вандал. Спасибо. Бедный Уилл. Ребята, идите, закончите потом. Значит, завтра вы идете в школу. Да. Подружитесь с ребятами. Надеюсь, там будут приличные мальчики, не похожие на оборотней. А я думал, тебе нравятся оборотни. Послушайте, что я скажу. Мы уже об этом говорили. Мы знаем, что тогда на тебя напал волк. Но никаких признаков, что он был оборотнем, мы так и не нашли. Кроме того, что я видел. А куда с той поры пропал Уилл? Этому должно быть какое-то разумное объяснение. Теперь уже все позади. Вот еще что. Насчет Вандала я ошибся. Прими мои извинения. Милый, только не за столом. Как он себя чувствует? По-моему, уже лучше. Хорошо. Надеюсь, он скоро поправится. Это всего лишь сон. Надеюсь, рассказ вам понравился. И я вас не слишком напугал. И запомните, оборотней не существует. Мне пора с вами проститься. Пусть приснятся вам кошмары. Продюсер Стив Левитан, оператор Брайан Ар Хэп, автор сценария Нил Шастерман, режиссер Уильям Фройд, композитор Брэд Макдональд. На русский язык фильм озвучен кинокомпанией Селена Интернешнл по заказу ТВ3.